Юля, она там кричит, все, нет света в конце тоннеля. Наверное, пора разойтись. Девчонки начали друг от друга уже уставать. Это были просто бесконечные сессии. Мне было похрену, я заезжал, там, вот, ну, ребят что-то там мутят. Ребят, это было просто пальцем в небо все. Сделали попытку объединиться, она не увенчалась успехом. Лена Катина и Юля Волкова. Вот как-то вот, это как Битлз. Сложная история. У каждого дома своя история. Она начинается с одного взгляда, одного ощущения, когда понимаешь – это твое. В Гранде есть все, чтобы она началась и не заканчивалась. Мебельный комплекс «Гранд». Дом начинается здесь. Друзья, всем привет! Честно говоря, даже для меня долгожданный момент, что я наконец-то записываю интро к этому видео, потому что сегодня у нас последний альбом группы Тату. Собственно, я продолжаю расширять тату-вселенную на канале, у нас уже есть ролики про людей-инвалидов, про проект Лены Кипер и Олега Борщевского «Ничья», и сегодня «Веселые улыбки». Но на самом деле «Веселые улыбки», Waste Management, управление отбросами, можете называть как хотите, для удобства будем называть это последний альбом группы Тату. И несмотря на то, что Лена и Юля это бессменные солистки группы, тяжело говорить про проект Тату вне контекста команды, которая работала над этим всем. И, собственно, чтобы рассказать про команду «Веселых улыбок», надо обязательно упомянуть людей-инвалидов. Для того, чтобы говорить про людей-инвалидов, это я про второй альбом, нужно упомянуть Поднебесную. Для того, чтобы говорить про Поднебесную, надо рассказать предысторию, что там вообще было. Собственно, готовьтесь, сегодня будет погружение в мир Тату. Ну и вместе с участниками записи попробуем понять, почему именно он стал последним альбомом группы. Так. Ну, нет, конечно, мы не то чтобы знали, что он будет последним, просто, опять же, в процессе все как будто бы к этому шло, к тому, что мы все-таки прекращаем совместную деятельность, все устали, это был уже какой-то год нашего совместного творчества, понятно, что накапливается усталость всех друг от друга. Вот, то есть это совокупность факторов, и это решение, которое, наверное, мы все вместе приняли по итогу, что, ну, наверное, пора разойтись. Мы с тобой молчим, ты и я вдвоем, дальше не хотим, больше не поем. Все люди друг от друга в какой-то момент устают. Просто, как правило, есть возможность, устали, не общаются, но нас связывал проект, совместная работа, гастроли, безумный совершенно график, и плюс еще вот эти все работы, старались как-то находить общий язык, вот так. Из всех, наверное, альбомов, которые были, наверное, для меня, по крайней мере, этот альбом, наверное, будет самый лучший. Почему? Потому что первый альбом был более попсовый, второй альбом был более, скажем так, тяжелый. Роковый, глубокий, да, депрессивный. А этот альбом, он настолько просто разный, вот мне кажется, в этом альбоме собралось все. I know you're out there somewhere. «Веселые улыбки», он, да, стал заключительным, но когда мы только начинали над ним работать, не было, конечно, никакого принятого решения о том, что все, это последний альбом, и мы расходимся. Такого не было. Хотим этот альбом уже третий, толкнуть Америку, уже сдвинуть ее, в конце концов, с места, потому что там что-то начиналось, потом наш продюсер нам испортил отношения, все это как-то затихло, и вот теперь как опять там все начинается, поэтому я думаю, что вот в этот раз толкнем уже все-таки. Мы разорвали отношения с Интерскопом, и «Веселые улыбки» мы уже выпускали как селф-релиз. В целом это было продолжение, так скажем, взросления, затрагивались уже другие темы в песнях, да, там какое-то развитие и внутреннее, и, соответственно, в связи с этим менялся наш облик. Вот, собственно, наш диск, который очень скоро уже появится везде. Прикольно. Ну, вообще, там как бы отрабатывался именно альбом, и к написанию третьего альбома, к записи третьего альбома мы приступили,
спустя какое-то время после того, как мы выпустили второй альбом и потурили с ним в промо-туре. Каждый день-два новая страна и по 10-20 интервью в день, плюс съемки, участие в передачах, плюс там какие-то мини-выступления. У вас тут что-то погасло. ¿No tiene la traducción? Где у нас переводчик? Мы не понимаем. Russia. I speak Russia. I speak Russia. Да, вот переводите. Как бы он чуть-чуть такой затянутый, чуть более другом звуке, но при этом это достойный, прекрасный альбом, и я собираю обратную связь у людей, да, у фанатов, и многим даже больше второй альбом нравится, чем первый. То есть вторым альбомом моей задачей было вывести группу на уровень последующих 10 альбомов, да, и звук я, соответственно, подбирал такой, который, больше будет во времени актуален, скажем так. Что не началось, все кончается. Честная любовь не случается. Я обезьянка 0. Получается, второй альбом это 2006, да, он вышел, или 2005? А первый альбом вышел в 2001. Да, то есть 4 года для того времени это очень много. То есть надо было сразу же выпускать следующий альбом. То есть, буквально год был времени. И это время было потеряно вот этим шоу Ваня Шаповалов «Поднебесный». Пришел Ваня, который, сказал, без меня не делать. И что он делает, этот Ваня? Я вижу, как это все поэтапно, все хуже и хуже и хуже и хуже. Сила и могущество славы свернуло, да, крыши всем, потому что можно было оставаться в реализации творческих планов. И почему я, например, для себя обозначаю как альбом тишины, то есть «Поднебесная», в которой, в общем-то, им делать было нечего, они ничего там не делали. Что там делать? Объясни, что там делать? Объясни просто. Вот знаешь, папа мне говорит, вот вы какие-то с Леной без энтузиазма, как это сказать, у вас нет никакой там, вот вы не хотите вперед идти там. Я говорю, папа, а что? Говорю, как мы там, говорю, что нам каждый вечер там делать? Я вот сколько раз приезжала, знаешь, записываюсь, вот мы записываем какие-то пробные записи, знаешь, у нас вот мы хоть одну песню, вот они свели, вот сделали хоть одну готовую песню, которая есть там в радиоэфире, которая все уже, нету ни одной. Все только мы пробуем, мы только приезжаем, что-то ля-ля, там эти слова, ладно, завтра допишем. То есть то, как происходила творческая история, когда мы записывали первый альбом, это были просто бесконечные сессии музыкальные. Мы записывали, не знаю, 400 часов потратили на первые песни там. Я же в школе Останкино иногда провожу дискотеки для детей. Вы не представляете, что происходит, когда я включаю «Я сошла с ума» или «Нас не догонят». Там просто стоит ор, истерика, писк, визг. Они, реально обожают эти песни. Это говорит о вечности этих треков. И прикоснуться к вечности, на тот момент я уже понимал, кстати, когда я начал писать для них музыку, я понимал, что я прикасаюсь к вечности. Слушай, это прям очень издалека нужно или не очень? Как копнуть? Мы с ребятами играли рок-музыку такую, и увидели группу «Тату». Она появилась в телевизоре как какой-то такой глоток свежего воздуха. Естественно, мы начали узнавать, кто занимается этой группой, кто пишет для нее музыку, потому что это было что-то новое и необычное для того рынка России. И мы выяснили, что продюсером является Ваня Шаповалов. Нашли контакт, там, я уже не помню, через кого, как мы нашли этот контакт, в интернете где-то нашли. Приехали к нему в офис, он тогда был, по-моему, в районе Маяковской. Но было прикольно, там был стол для пинг-понга, можно было поиграть, вообще можно было потусить. Там мы познакомились с Ваней, принесли ему свою... Это я прям очень издалека начал, если интересно. Принесли ему свою демку на кассете тогда. Кстати, сейчас очень модно кассеты. Надо было на виниле нести. Короче, принесли ему свою демку на кассете,
и дали ему послушать. Ему вроде как понравилось, хотя мы не особо поняли, что он имел в виду. Он сказал там что-то нам такое, и мы ушли под впечатлением. А Ваня умеет, он умеет так сказать какую-нибудь фразу, и вроде как разговор закончен, мы уходим и еще неделю думаем, что это означало, что он имел в виду. Приехали туда еще раз, и Ваня говорит: а приходите в Поднебесную. Это там было, на Маяковской, в гостинице «Пекин». Да, это было в гостинице «Пекин», в пентхаусе. А мы не знали вообще, что такое Поднебесное. Но мы понимали, что это Китай. Не знаю, куда в Пекин ехать. Ну, то есть, вот, потом выяснили, что это гостиница «Пекин» на Маяковской. Потому что, зная Ваню, он вполне мог отправить нас в Китай, знаешь, вот там такая история. И оказались, соответственно, вот в этом шоу, где тоже начали ставить свои демки, знакомиться с людьми, которые участвуют в этом шоу, в том числе общаться с Ваней. Вот так мы с ним познакомились. Раньше я была за Ваню, раньше я, да, правильно, там, Галаян, это козел, там. А вот сейчас так вот я прокручиваю, все хорошие люди уходят от Вани, все. Понимаешь? Там, на самом деле, почему именно так все закончилось, история банально простая. К этому времени вся команда, которая делала группу, начала разваливаться. Все-таки мы разошлись конфликтно с Иваном, и у нас были длинные митинги, все-таки как делится проект, и кто остается в проекте у руля. И в какой-то момент все пошло не так. И здесь тоже. Просто, знаешь, жалко то, что вот так вот все начиналось. И так вот все, если это все закончится, так вот все именно грустно и плачевно, конечно, на самом деле. Потому что так все это, я прям помню, какой был бум вообще в стране, сколько было людей, которых нами интересовалось, просто все журналы, все газеты, блин, все о нас писали. В Америке мы начали петь, ты же видел, какой успех там, Марти, все такие счастливые, говорят, блин, вот молодцы, говорят, девчонки. Сейчас, блин, все. И это все произошло из-за того, что Иван словил звездочку. Вот. Он начал вести себя очень неадекватно, и просто с ним невозможно было дальше продолжать работать. Тату – это как собственный бренд, ну, что ты делаешь сам. На мой взгляд, денег хватит, девочкам денег хватит тех, что им тех денег, которые им валятся за их нелегкую работу, так сказать. Вот, я думаю, им хватит до конца жизни. Мы расстались, перестали работать с Ваней Шаповаловым, то есть контроль на себя взял Борис, как раз-таки уже Ренский. Ваня очень творческий, очень креативный человек, такой, он про это. А у Бориса помимо креатива существует еще и коммерческая жилка. Но Ваня много от чего отказывался ради детей, да, я так скажу. Плюс, конечно, девочки из 14 лет немножко выросли, стали старше. Уже стало понятно, что к тому времени Юля уже была мамой. Поэтому эксплуатировать ту же тематику и продолжать ее, было бы как минимум неразумно. Начали как-то уже тоже стараться контролировать процесс и выбирать то, что мы поем, как мы это поем и так далее. Конечно, огромная махина Interscope Music — это действительно обалденный рекорд-лейбл, на котором выпускалась куча артистов, и продолжает, наверное, выпускаться, которые гремят повсеместно на весь мир. Не было особо причин им не доверять, да, или не доверять их вкусам. Плюс, конечно, появилась возможность сотрудничать с большими артистами, с большими продюсерами. Я могу поделиться, как работают западные лейблы в этом смысле. То есть в основном они идут за артистом. Если у артиста нету какой-то идеи, например, обложки альбома или там названия, или там трек-листинга, лейбл обычно там достаточно серьезные профессионалы работают, и лейбл, он предлагает свои версии. Конкретно во втором альбоме группы Тату это было больше коллективное. То есть полностью музыкальную идеологию отдали мне. Я перевел из таких юбочек, пытался сделать более взрослый какой-то материал, более такой осознанный, на годы вперед, можно сказать. Когда закончился проект «Тату в Поднебесной», мы обросли определенным количеством знакомств. Одно из таких знакомств, по-моему, это была Хельга Питак.
ее зовут. Вот. Очень прикольная девчонка. Она тоже общалась с Ваней Шаповаловым, но они как-то более близкие были друзья на тот момент. И она мне позвонила, а мы с ней познакомились уже в «Тату» в Поднебесной. Она мне позвонила и сказала: Вань, тут нужно для «Тату» песню написать. Ну, аранжировку сделать для песни «Люди-инвалиды». Я такой: да, вообще изи, давай, конечно. И как-то так вышло, что я ее сделал буквально за 2 дня, по-моему. Я тогда очень много писал музла, я жил в Строгино и писал просто музло каждый день. Ну, я и сейчас пишу много музла, но тогда это было просто такое, знаешь, я все щупал какие-то новые синтезаторы, новые звуки, еще что-то. И Хельга мне перезванивает буквально там через, может быть, день, я уж не помню, и говорит: Вань, твой трек понравился. Твой трек просто зашел офигенно, работаем дальше. А я такой думаю: ничего себе, круто, я для «Тату» песню написал, понимаешь? Вечер без любви, утро без обиды, люди-инвалиды, люди-инвалиды. Зачем эта песня там нужна? Это же вообще, ну, на мой взгляд и вкус, это вообще не тот саунд, который мы там крутили, не тот посыл, оскорблять зачем людей инвалидами, как бы, ну, я против был этой песни и вообще я плевался. Для меня эта песня была не мировым уровнем, эта песня для меня была уровня Игорька. Какой-то синтюк непонятный такой, непонятный биточек и сельская песня. Зачем ее на английском делать? У нас русских селений на западном мире я не встречал, по крайней мере, пока там был. Там кое-какое влияние имел Борис Черенский, он там какие-то тексты начал писать, там залезать к нам, копаться в наших творческих идеях, и, возможно, это его было. Тогда уже был не Ваня Шаповалов с девочками, а Борис Ренский. После того, как ему понравился, ну и девочкам тоже понравился трек, который я сделал, он пригласил меня в офис и предложил дальше писать треки. Мы отслушивали материал разный постоянно, нам что-то присылали, мы выбирали, да, это нет, это вообще, ну, как бы, ну, ни в какие ворота нам не нравится, например. Легко, конечно. Девчонки начали друг от друга уже уставать. Уже как какие-то маленькие конфликтики начали происходить, и лейбл уже был не заинтересован так сильно в 3-м альбоме, хотя по контракту эти альбомы должны были быть. Но именно что конкретно ожидалось в то время, мы просто тогда следили за обратной связью, да, и что будет вот в результате 2-го альбома. Ну, как бы был тур, были продажи, были какие-то платиновые золотые диски, да, но мне кажется, тогда вот именно в коллективе уже сложилась такая атмосфера, немножко в которой я уже не мог существовать. Я рисую черной краской, на стене тупое слово. Это действительно было свободное творчество, потому что Борис, насколько я на тот момент мог понимать, он решил реализовывать свои творческие амбиции, и это было прикольно. Ну, правда. Ему нравилось Pink Floyd, там, Led Zeppelin, знаешь, такие вот всякие рок-музыка олдскульная, которая мне тоже нравилась. И в этом, я думаю, что мы нашли какую-то точку соприкосновения вместе с ним, где мы на одной волне. Там песни такие интересные. Я считаю, что они очень незаслуженно недооцененные, потому что песни действительно красивые, они такие с глубоким смыслом, там красивые, классные слова, именно поразмышлять, подумать, да, там «Белый плащик» тот же, а видеоряд тоже там какой, извините, простите. Это тоже «Будь здоров», какой клип, это прям вот социальная тема. Время снова 20:10. Мы с тобой сейчас не вместе. Я делал аранжировки, потом еще начал делать прям музыку, то есть я ему говорю: а у меня есть и музыка отдельно. Вот, например, песня «Белый плащик» — это авторская музыка, где я просто написал и аккорды, и мелодию. Ну, текст я не писал, текст там какая-то девочка, по-моему, из Питера написала, если я не ошибаюсь.
Пуля в сердце, мозг на дверцу, нимбы крылья одеваем. Вообще, по большому счету, это был видеоряд, и сама, ну, как бы вот так вот получилось, что песня направленная напротив абортов, на то, чтобы люди сохраняли своих детей. Чтобы не делать, ну, потому что когда встает беременная Волкова, да, к этому шесту вот с этим своим огромным животом, и я как палач, я ее расстреливаю. Там еще в конце телефон звонит. Нам рассказывали, что в Америке есть такая технология, я вообще не знаю, как что там в тюрьмах устроено, наверное, слава тебе, Господи, спасибо большое за это, но когда человека приговаривают к смертной казни, ее до определенного момента можно отменить. И для того, чтобы отменить приговор, вот там стоят вот эти вот телефонные аппараты, чтобы кто-то позвонил, там палач, грубо говоря, да, берет трубку, говорят, все, казнь отменяется. Ну, помиловали, да. Вот, и, собственно, в видео-то этот аппарат звонит, но уже после того, как приговор был исполнен. К сожалению, с девочками я тогда не работал, но, знаешь, я, честно говоря, меня приглашали, я стеснялся. Я же тогда был я тогда был пионером в музыке, я особо не понимал, как делать правильно или неправильно, я просто делал как прет. Это потом я уже научился, начал ездить на мастер-классы, читать всякие туториалы, проходить курсы, и сейчас я даже преподаю. А тогда я просто щупал и не понимал, и, естественно, я стеснялся, когда мне предлагали. Мне даже Борис предлагал поехать в Лос-Анджелес на съемки клипа, а я, прикинь, очканул. Я такой думаю, да блин, я поеду на съемки клипа. И вот сейчас, конечно, я жалею об этом. Вот, если Борис увидит это интервью, я признаюсь, что я тогда очканул, просто испугался ехать куда-то за границу, хотя надо было поехать, это было очень классное предложение. Yeah, that's what I'm saying. You feel like you're mumbling some stuff. But when there's no point to sing playback. Okay, I can Он хочет, чтобы make ты it better. делал артикуляцию. Да, Далее. я поняла И уже. волосы. Вот эти волосы. Потом в середине. Я знаю, Борис Ренский оказывал сначала очень сильное влияние на стиль девочек. Знаете, вышел клип «Белый плащик». Вот он дошел в Португалии, в Австралии, на первых местах мы определили Кайли Миноуг. Просто первые места по телевизору, здесь мы приносим клип на телеканал, нам говорят, вы знаете, это не формат, мы такое не берем. И, собственно, песня на радио, она тоже не формат, мы такое не слушаем. Кто занимался выбором синглов с альбома? Не помню. Вот, если честно, там как-то все было очень смешано, там были люди, которые стояли у руля проекта. Мне гораздо проще рассказать о себе, потому что у руля стою я, а у Тату у руля стояло очень много людей. Да, Борис, плюс еще вот, опять же, все равно были какие-то еще доработки с лейблом, с которым мы уже, в принципе, тоже, по-моему, начинали расставаться на тот момент, но тем не менее. Everything is absolutely perfect. That's it. I have no strength to speak anymore. А включи. По-моему, аранжировку делал не я, кстати. А может и я. Как будто бы я. Та-да-дам. Да, это я делал. Да, и вот эту аранжировку делал я, да. You and I. You and I, hold me tight. You and I, gonna fight. Снимался фильм с Мишей Бартон и Шантель Ван Сантен. Снимали они в России, мы там играли самих себя в эпизодической роли. Ну, такое какое-то странное, да, кино получилось. И саундтреком стала наша песня You and I, которая, в принципе, завершает, ну, то есть девочки приходят на наш концерт, и мы, собственно, исполняем вот эту песню. Every night, we're all alone every night. My only hope is a light that's shining from inside you. Кстати, это был действительно наш концерт полноценный, с публикой, со всеми делами. И плюс еще подсъем вот этих вот кадров для фильма.
По-моему, вот ее, кстати, делал Полиенко, очень офигенная песня. Вот, 220 я написал, да. Зайчики на стене после заката умирают. Это очень странная песня, которая написана была. Вот это уже очень такой период, который как раз, когда Ваня иллюминировался, значит, и телега понеслась под откос совсем. 220 это песня такая смешная. Ужас. 220 на себя обмотался и вперед. Просто это было красиво, это стало нашими костюмами для видеоряда. Там была такая стилистика, вот эти старинные микрофоны, да, из 60-х, вот эти шляпы, корсеты. Ну, как будто бы все вот красиво смычилось, и, видимо, мы просто решили, что это можно оставить как концертный вариант. 220 на нее. Не было такого с вашей, с Юлей стороны, чтобы проявить инициативу и обратиться за написанием песни к кому-то конкретному? Ну, инициативы, наверное, нет, но просто Валера Полиенко действительно пишет очень классные тексты. Вот, поэтому ничего против Валеры Полиенко мы не имели. Я в то время влюблен был. Я гулял со своей красивой, прекрасной девчонкой. Мне было похрену. Я заезжал там, вот, ну, ребят что-то там мутят. Ну, вот я то там песню напишу, то здесь. Еще, по-моему, я в то время... Ну, что ты клип пусть кому-нибудь снимаешь? Я не то, чтобы так вот прям в группе, прям тату, я ежедневно... Третий альбом, я в нем практически не принимал участия. Мне позвонили, сказали, что делаем третий альбом. У меня уже какие-то другие дела были, и я просто попросил прислать, что у них есть, послушал, и не хотел иметь. Но я предложил им песню вообще, ну, так отдам, говорю, вот, нате, берите. Как мое уважение нашему совместному опыту. Они такие, да, без проблем. Марсианских глаз, золотистый блеск. Ну, так получилось, что у Юли появилась 220, она ее практически поет одна, но как будто бы это не совсем справедливо, что у нее есть своя песня, а у меня нет, поэтому мы вот решили, что я буду петь «Марсианские глаза» одна. Тем более это действительно больше вот в моем голосе, в моей стилистике. Открывать, закрывать, надоело играть. Татушная песня должна нести в себе смысл, историю, это обязательно. То есть она должна быть обязательно глубокой. Во-вторых, слова должны быть не прямолинейными, а с множеством метафор, да, каких-то словесных оборотов, которые вот не просто вот в лоб, да, а что-то сказать как-то вот... Ну, вот в обход вот этой прямолинейности, да? Наверное, мне место на Луне, но страшно оставаться в темноте. И стилистически, наверное, вот такая музыка должна быть, не совсем ординарная. То есть тату, ну, есть вот, говорят, есть вот стиль тату, да? Что это? Это поп-рок, да, это где-то больше рок, где-то больше поп, где-то там что-то электронное, что-то странное, но вот как будто бы это должно быть еще и эмоционально на очень высоком уровне, вот, и драматургия, конечно, должна быть, ну и вот прям вот много-много там эмоций. Ну и, конечно, вот эта вот разница наших голосов, да, то, что Юля, она там кричит, это вот больше такое вот агрессивно-истерическое что-то. Я больше такая вот про тихое, спокойно, высокий, да, субтон, эмоции, как-то вот такое обволакивающее. Юля такая активная. Вот эта вот разница нашего исполнения, мне кажется, она тоже делает стиль. Они великолепно техничные певицы, они развивались в процессе, ходили на занятия, много нового черпали, но, к сожалению, вот физически у Юли голос был сломан. Вот. А с Леной вот сейчас что-то случилось, она как будто бы разучилась петь. Для меня это странно, я ее отлично знаю, да, знаю ее возможности, просто она стала лениться петь или еще что-то, но, надеюсь, у нее в этом поправится.
Но певицы, они очень хорошие. Насколько я помню, достаточно быстро его записали, там были какие-то демки всякие и так далее. Песня «Человечки», я помню, такая она для меня была достаточно сложной. Да, вокально там вот залезать туда на замену, там прям вот высоко надо было. Человечки на запчасти, человечкам на замену. Я смотрю на это как на естественный и неизбежный процесс, поэтому никаких прям супер каких-то страданий по этому поводу не испытываю. Да, конечно, там иногда слушаешь молодой голос, ну как вот у тебя ребенок разговаривает 3-летний одним голосом, а потом 14-летний подросток другим голосом. Это норма. Это все равно, что говорить, что ах, почему же я не разговариваю как вот в 3 года. То же самое абсолютно. Голосовой аппарат меняется с возрастом, с родами. Опять же, гормональная перестройка у женщины идет активная, вот этот вот всплеск гормональный, конечно, это тоже отражается на голосе, на тембральности, на диапазоне и так далее. При том, что я регулярно и постоянно занимаюсь вокалом, я делаю распевки там, и так далее. Я объективно понимаю, что туда, куда я там раньше залезала, на вот те верхушки, была вот эта вот какая-то детскость в голосе, да, и сейчас этого не может быть просто, потому что тогда мне было 16, а теперь мне 42, ну, почти, вот, тем не менее, ну, ты понимаешь, да, разрыв? Я хочу вырастить длинные волосы. Готово, Юль? Сейчас, секунду, блядь, шапку одеваю. Экшен. Что-то отдельно записывали, что-то совместно записывали, но как будто бы это было логично по тексту. Мы всегда как-то вот раскладывали и по тому, кто что стилистически может, да, хорошо спеть, и плюс еще по смысловой нагрузке. Как-то вот это было органично, видимо, в тот момент. Вот «Снегопады» — это там вообще тоже была очень интересная вот эта компьютерная графика, мы на этих мотоциклах, там вот эти куртки. Тогда это было, по-моему, прям вот круто, вот эта вот графика, которую нам в итоге нарисовали на «Снегопаде». Слушай, для меня это было просто оргазм. Ну вот, серьезно. То есть работа с другими артистами — это скорее такая, сейчас я тебе скажу, это скорее техническая рутина. То есть я апал свой уровень профессионализма. А работа с тату — это в чистом виде оргазм. Потому что, ну, прикоснуться к группе, которая, ну, буквально это, по-моему, одна из немногих групп, я вот сейчас даже навскидку не могу назвать какую-нибудь другую, которая из России стала известна во всем мире. Понимаешь? Ну, благодаря всему вот этому, вот и Ване, и Лена, и все люди, которые участвовали в этом, все это реально очень, ну, на мой взгляд, это гениально и круто получилось. Поэтому прикоснуться к гениальному и уникальному для меня это был оргазм. Моя точка соприкосновения по кайфу, она сошлась с точкой вот, ну, Бориса, и вот, ну, нам обоим было по кайфу. Я как-то не анализировал тогда, что это должна быть за музыка. Наверное, Борис анализировал. Когда мы обрастаем опытом и оборудованием каким-то, еще что-то, вот это ощущение чистой энергии, оно уходит. Мы начинаем это как профдеформация. Мы начинаем воспринимать музыку иначе. Вот я прихожу на концерт и вижу мультитрек перед собой. А вот тогда, когда я писал «Тату», это была чистая энергия, просто какой-то ткнул синтезатор, такой «О, офигенно!» Ты знаешь, я стараюсь не затрагивать эту тему, но студенты иногда спрашивают, и я говорю, да, вот писал, они такие, о, прикольно, круто. Я понимаю, что это круто, просто смотри, с точки зрения педагогики, это не те примеры, на которые можно опираться. Потому что они старые, они устаревшие и неактуальные. Сейчас совершенно другие методы обработки звука, методы синтеза. Ими прикольно похвастаться, но ну, похвастался и едем дальше. Да, сам инструментарий, он уже устарел, поэтому я его на лекциях затрагиваю только если ребята спрашивают, и я такой, да, это я. Они такие, о, прикольно, и все. Вот Running Blind я точно делал, опять же не помню, взяли мою или чужую. А включи, пожалуйста. Очень похоже на мое дерьмо. Да, похоже. Да. 100 пудов я.
Я даже помню этот синтезатор. Офигеть. Ребят, это было просто пальцем в небо все. А как вы решали, какая песня останется в одном языковом варианте, а какая будет иметь две версии, на русском и на английском? На совете. Ну, то есть как-то вот садились и обсуждали. То есть вот Running Blind и Fly on the Wall, они просто... Они не существуют на русском языке, да. Ну, просто вот Running Blind и Fly on the Wall существуют только на английском. Кстати, Fly on the Wall тоже обожаю песню. Fly on the Wall, да. Мы в этом альбоме сделали очень много всяких экспериментов, и каждый трек, если ты заметил, если ты послушал, вообще не похожи друг на друга, да? Но эта песня, как бы, это было, в принципе, изначально понятно, что это будет хит. Почему? Потому что там есть немного такой попсы, немного вот всяких там е-е, вот этих вот вещей. Плюс это Билли Стайнберг, да, который как бы писал песни Мадонне, как бы всему. Я думаю, что как бы народ учитывает это тоже, но вообще фанатов нереально много, причем вот по этой песне. Там все говорят, девчонки, это вообще хит. You doing? You're on my I could see it all. You undressed, I wish I was a fly on the wall. Yeah, yeah. Fly on the Wall прекрасная, шикарная, безумно красивая, интересная песня такая. Вот я, кстати, ее в сольном творчестве исполняла, когда я начала работать отдельно, мы ее с музыкантами играли, я ее одна пела. Очень люблю эту песню. Пришлось немножко, конечно, модифицировать тональность, потому что я не могу так высоко кричать, как Юля, там, и так сильно, поэтому мы ее так модифицировали. Но да, тем не менее, она у меня была в программе, я ее исполняла. Очень люблю. This is actually one of my favorite songs from the record. So when we decided to make a cover, we kind of thought that it's not very popular one, but still very good song. So that's why we did it. If I was a fly on the wall. Мы про нее говорили, да. Ну, с Юлей говорили о том, что можно будет еще Fly on the Wall добавить в какой-то момент. Ну, вот сейчас в репертуар. Ага, супер. Покажи мне любовь, мы стали ретро. Незаметно. Безусловно, сингл «Стали целым» писался по заказу, то есть специально. И мы ставили задачу, чтобы именно были такие немножко татушные, ностальгические нотки в этой песне, поскольку мы возобновили совместную деятельность, и мне захотелось в сольной карьере сделать что-то такое вот, ну, не татушное, не совсем похожее, но чтобы это перекликалось с тем, что происходит сейчас. И, ну, я имею в виду, что с тем, что мы выступаем вместе, снова звучат эти наши старые, но тем не менее ничуть не менее актуальные хиты. Поэтому захотелось сделать вот именно какой-то трек, который бы, с одной стороны, напоминал про творчество Тату, с другой стороны, он бы отражал все-таки меня как сольного артиста. Лена отличная вокалистка. У Юли вообще уникальный голос, очень крутой, мощный. Но они же, по-моему, из Непосед. Ну, там очень хорошие вокалисты воспитывались, и в целом люди, которые, ну, артисты сцены, там воспитывались очень мощные. Это как, по-моему, аналог Микки Маус Клаба. В общем, это очень крутая школа, и, естественно, вокалистки, они клевые. Но мне кажется, здесь, знаешь, что сработало в Тату? Не столько по отдельности, там, крутой голос Юли, крутой голос Лены, а именно вот этот вот комьюнити, вот как все сошлось. Лена Кипер, Ваня Шаповалов, Сергей Галаян, Лена Катина и Юля Волкова. Вот как-то вот, это как Битлз. Мне кажется, это так. Вот они сошлись, и все, по-другому быть не могло. Ну, сейчас вообще у нас никаких отношений нет с ними. Ни хороших, ни плохих. Хотя все эти годы я дружил с Леной. С ее мужем очень сильно дружил. Ну, до сих пор его другом считаю. Бывшим мужем, я имею в виду. Сашем Кузмановичем. Трибьют, да, мы там, у нас разошлись сильно мнения. И с тех пор, в общем, не коммуницируем. Ну да. Но мы же огромная часть этих песен, мы авторы этих песен, мы правообладатели этих песен. И мы делаем трибьют этим песням, да? Я максимально по-взрослому пытался все это сгладить, вот насколько мог, вот пока уже совсем нервы не сдали.
У тебя возникали когда-нибудь проблемы с правами на исполнение песен Тату? Ну, как тебе сказать, то, что не запрещено, то разрешено. Конечно, периодически были ситуации, когда там говорили, вот сейчас вот там запретим исполнять песни. Но ничего такого не случалось, поэтому, слава богу, я в такой ситуации не оказывалась. Надеюсь, что никогда не окажусь, потому что им же самим будет хуже от этого. Авторам я имею в виду. Ну и мне просто пришлось их успокоить тем, что я запретил Лене исполнять мои песни. Все. Вот так больше продолжаться не может. И то это как бы это было просто как предупреждение, как не угроза, а там угроза в ответ на их 1000 угроз. Что вот я так могу сделать, хотя я в суд не пошел, я просто в Инстаграме опубликовал официальное юридическое письмо, и дальше я ничего не делал. Я по секрету скажу, она до сих пор может исполнять мои песни, может ходить их петь, сколько ей заблагорассудится. Просто так запретить невозможно. Невозможно сказать и запретить, потому что она придет, споет, а канал очистит. Соответственно, для этого нужно судебное решение. Просто так этого не сделаешь. Этим можно угрожать. Следующим шагом, на самом деле, вот Сережа, когда это говорил, да, это было вот в момент трибьюта, мы все очень сильно разозлились, когда они нам нанесли удар потому что мы создавали событие, мы создавали большое мероприятие, нам нужны были партнеры. И тут партнеры усомнились в том, что мы имеем право создать этот трибьют. Соответственно, мы разозлились, и Сережа выдал это. Вот. Но следующим шагом было бы обращение в суд и запрет. То есть это не быстрый процесс, это была угроза, я бы так сказала. Вот я только дай бог, никогда, чтобы у меня не возникало таких проблем, потому что песни должны жить, люди их хотят слушать, и, конечно, от тех артистов, которые их исполняли. Нас везде помнят, везде знают и везде любят, потому что когда-то мы были таким супер прорывом, что люди действительно до сих пор слушают наши песни, они ничуть не устарели. Розыгрыш. Друзья, буквально недавно вернулся из Японии и не смог, упустить возможность, чтобы не сходить в легендарный магазин Tower Records. Там я нашел пластинку Тату. Это пресс 26-го года. Собственно, Тату остаются актуальными до сих пор. Это сингл All I Think She Said с автографом Лены. Собственно, чтобы выиграть эту пластинку, вам нужно быть подписанным на YouTube-канал, на Telegram-канал и оставить комментарий под этим видео. Более подробные условия розыгрыша в описании. Участвуешь в разделении дохода? Хотелось бы. Слушай, на тот момент я просто писал музло, что-то подписывал, получал какие-то деньги, причем очень неплохие. Вот. А сейчас все это уже в прошлом. Какие песни с альбома, которые так и не стали синглами, заслуживали того, чтобы ими стать, по твоему мнению? Fly on the Wall вполне заслуживает того, чтобы быть синглом. Да, блин, там все песни классные. Человечки, про человечки, наверное, я бы не стала делать синглом. Она уж слишком специфичная такая, как будто. Вот «Время Луны» могла бы. «Время Луны» мне как будто немножко космос напоминает по настроению. Кстати, «Время Луны», вот если послушать, там реально капец рок играет, прям мощный рок, да, такой жирный рок. А я же тогда играл рок. Мы играли, естественно, альтернативу, мы с ребятами там слушали Limp Bizkit, Linkin Park, Slipknot, Korn и прочие группы. И, естественно, писать для Тату мне было по кайфу, во-первых. А во-вторых, писать рок для Тату. Я вообще просто кайфовал, неистово. Я с ними лично не общался, когда писал музыку, но Борис мне рассказывал, что он непосредственно с ними общается на эту тему. Что вы хотите, чтобы было после этого припева? Как вы хотите, чтобы звучал вот этот проигрыш? Насколько я могу судить из его рассказов, девочкам нравилось то, что делаю я, и
Они были вдохновлены этим процессом. Нет, знаете, что давайте сделаем? У нас вот есть такое предложение. Мы начинаем петь, потом вот в середине, когда они вступают, мы уходим назад. Не надо им, когда мы вступаем, расходиться. Мы просто будем их брать за руки и просто между ними будем ходить вперед. Между ними. А концовка будет такая, это будет не очень интересно. Этот номер мы решили поставить сами, потому что вокруг Аля очень много талантливых режиссеров. Потому что мы сами себе являемся режиссерами, потому что что такое стоять, качаться и петь просто. А потом хороводы водить вокруг нас. К сожалению, мы все с вами вынуждены петь на этом мероприятии под фонограмму. Телевизионные обстоятельства Учитель такого актерского мастерства. Тихо. Поэтому, пожалуйста, я вот видел, как вы вчера делали липсинг. Видно, что вы поете, просто открываете рот. Это неправильно. Надо стараться это делать так, чтобы было похоже, как будто вы поете на самом деле. Сейчас я бы с огромным удовольствием поработал с ними в студии, попродюсировал вокал. И если будет такая возможность, мне нравится тату. Все не напрасно. И вся эта история завершается песней, которую я очень люблю, «Не жалей». Называется песня. И я помню, Юля мне как-то звонила, говорила: слушай, Лен, у тебя нет ощущения, что это вот как будто бы прощание, вот песня прощания, вот нет такого ощущения? Да нет, ну вроде как, ну просто такая вот грустная песня, да, получилась. Ну, какое-то время, естественно, еще проработали вместе после того, как завершили запись этого альбома, но как будто бы, да, это было начало конца. Мы с тобой молчим, ты и я вдвоем, дальше не хотим, больше не поем. Как будто бы она стала пророческой. Написал ее Ваня Килар, как и еще несколько треков с этого альбома. Мне она безумно нравится. Мне кажется, что она очень такая проникновенная. Она, с одной стороны, грустная, с другой стороны, очень светлая. От нее нет ощущения там депрессии или что все, нет света в конце тоннеля. Наоборот, какое-то вот есть какой-то свет. Мы с тобой молчим, ты и я вдвоем, там, дальше что-то не хотим, больше не поем. Вот эти вот слова, как будто, да, они действительно стали пророческими, и это завершающая песня третьего альбома, и стала завершающей песней вообще нашей совместной работы на тот момент. Да, вот так получилось, но при этом песня безумно красивая, и я считаю, что тоже ей не досталось то внимание, которого она заслуживает. Ты знаешь, вот это как раз результат точек соприкосновения моей и Бориса. Вот реально, эта песня, я помню, когда я ее написал, ну, музыку именно написал, она настолько понравилась Борису, что он говорит: давай сделаем 10-минутную версию. И я такой: класс, давай. Он типа говорит: как Pink Floyd, давай сделаем. Я такой: да давай, круто, мне же тоже нравится, ну, давай и 10 минут. То есть, насколько я знаю, в сети должна быть версия короткая и длинная. Хотя я уже точно не помню. Но это вот реально «Не жалей» — это та песня, которая лично мне очень нравится по музыке. Прям реально прикольно. То есть я прям ей горжусь. Она мне больше нравится, честно говоря, чем «Белый плащик» и «Люди-инвалиды». Вот «Не жалей» по музыке, она такая, ну прям, не знаю, очень трогательная получилась. Gets in the bag, trains at the station. Это устоявшееся какое-то английское выражение, которое что-то там обозначало. Да, то есть это именно, вот знаешь, как есть break a leg. Ну, да, иди сломай ногу, да, ну, по-русски звучит не очень, а у них это вот break a leg, значит, типа, удачи, круто, там, чтобы все было круто, да, там, порви их всех. Вот, также вот это вот cats in the bag, trains at the station, это вот что-то такое вот устоявшееся английское, но я, честно говоря, уже не очень помню, что. Больше не поем брошенный куплет, ты и я вдвоем, нас там больше нет.
Знаешь, на самом деле очень много всяких журналистов и людей, которые говорят: девчонки, что за фигня, там то люди инвалиды, то управление отбросами, типа хватит этого депрессника, Хватит давайте чернухи. что-нибудь. Это на самом деле это ирония. веселая. Ну, понятно. Но если вы откроете эту картоночку, то внутри все равно есть УО, то есть управление отбросами. Это сарказм. Это был сарказм. Ну, то есть, как бы у нас было управление отбросами, вот, и вроде как звучит не очень как название альбома, поэтому, ну, как бы веселые улыбки, это, конечно, в кавычках. То есть, а давайте вот сделаем вообще абсолютно противоположное, назовем день ночью, да, ну, грубо. Ну что, вот, собственно, наш альбом. Мы увидим тоже в первый раз, так что скоро увидите вы его. Вот сейчас смотрите, как он... Вот диск. Диск. Так, а можно вот это посмотреть? Конечно, еще, да? конечно. Ну, поехали, смотрим фотки. Это опять же все вот как-то там делалось дизайнерами, принимались решения, вот в обложках не особо принимали участие. Опять же, если говорить о тату, то это просто коллективное решение. Как их сложно делаешь, вообще целыми, я не знаю, сутками просто. И купить Знаете, как вот раз за 5 минут. Нет, а главное диск вот уже у тогда. тебя. Ты купил, а потом он поцарапался, и ты его выбросил. Мне кажется, не, почему в английской версии Happy Smiles? На всех стримингах Waste Management. Waste Management? А, то подожди, Waste Management, точно. Это я что-то я путаю. Да, точно, Waste Management, точно. То есть там еще так вышло? Откуда я взяла Happy Smiles? Мы не та группа, которая каждые полгода печатает пластинки. Во-первых, это просто неинтересно, это банально. И плюс, наоборот, когда проходит какое-то время, с ажиотажем его ждут, его хотят, и плюс сколько мы души вообще из своих сил вкладываем в этот альбом. Это не просто там «я тебя люблю, а ты меня нет», «я тебя пошлю, а ты завтра ко мне придешь», вот это бумц-бумц-бумц, это уже настолько все надоело. Это потенциальный хит. Но это просто, да, вот это вот уже, у нас уже это все, мне кажется, поют, и поэтому особо их не ждут. Не существует универсальной формулы для хита. Можно сколько угодно анализировать хит, делать по образу и подобию, и он не залетит. А можно сделать... Матом можно ругаться или как? Давай я не буду. Да, можно сделать полную ерунду, да, от балды, и она залетит. Поэтому, когда меня спрашивают, как сделать хит, я говорю: ребята, это неосязаемая магия. Не существует формулы хита. Если взять, например, историю, вот проанализировать, да, там «Smells Like Teen Spirit» песня, никто не считал, что эта песня вообще достойна быть на альбоме. Yesterday, Beatles, вообще ее не включали, просто ее включили на B-side только потому, что не хватало времени нарезать на диске что-то. Да? Да ладно, пусть будет. «Богемская рапсодия». По всем параметрам хита это абсолютно не хит. Это вообще не стандартная песня, которая там кучу минут идет. Вы следили с Юлей за коммерческим успехом альбома, там, за чартами, за продажами? Нет, мы тогда уже переключились на какие-то свои дела. У Юли были там своя жизнь, у меня возник сольный проект, поэтому, конечно, это вот как будто бы там дверь закрылась и началось что-то новое. Мы решили сделать такую фото-автограф-сессию. На специальном фоне, со специальным фотографом, с профессиональным. Будет все очень, да, профессионально, но просто дело в том, что все эти презентации в клубах, все эти вот, как там вот многие артисты делают, там, да, бухло, журналисты и все такое, просто немножечко надоело, поэтому это как бы такое будет немножко что-то странное, не удивляйтесь, как бы в нашем стиле. Плюс, как мы с Леной уже делали не одну презентацию, где мы собирали а-ля много фотографов, а-ля много гостей, журналистов, да, которые... потом бухали, которым нафиг ничего не надо было. Да, поэтому здесь мы это делаем именно непосредственно для вас, для наших любимых фанатов и поклонников, чтобы вам было хорошо и приятно. Вот, а презентацию мы еще успеем сделать. Ну, это уже был прям совсем конец-конец. Но в 2009 году мы разошлись, все. Мы прекратили свою совместную деятельность в 2009 году. И в 2009 году я улетела уже в Штаты. Ну, мы прекратили сотрудничество совместное, и потом через какое-то время, да, мне Боря позвонил, говорит: я помню, что ты хотела делать сольник, давай, хочешь, попробуем со мной? Я говорю: вот давай. И вот, да, и так... Первый раз слетали, второй раз слетали, ну и там закрутилась, завертелась вот уже вот эта вот работа вся. Слушай, нас всегда будут в сольном творчестве воспринимать как соперниц, потому что это очень большая редкость, когда люди выходят из бенда и становятся на ту же ступень, ну, так скажем, славы, как там и их группа предыдущих, такие вот, ну, в прошлом. То есть это таких примеров, их единицы на самом деле. В основном в сольном творчестве люди не такие успешные, но просто я понимаю, что
гнаться за успехом, который был у Тату, это утопия. Это на самом деле просто взять и загнать себя в депрессию, в глубочайшую. Поэтому я просто приняла для себя решение, что я хочу заниматься тем, что я очень люблю, тем, что я достаточно хорошо умею, и развиваться в этом, и что будет, то и будет. Потому что если ставить для себя самоцелью какое-то вот соперничество или достижение какого-то определенного уровня, мне кажется, это сразу просто обрекать себя на поражение, как будто бы. Вот, поэтому я выбрала для себя дорогу, я и иду. Ну что, вот наконец закончилась наша автограф-сессия, фото-автограф-сессия, толпа народу, бесконечные просто улыбки, восторг, радость, куча альбомов, людей, девушек, мужчин, даже взрослые, кстати, люди сегодня приходили, женщины и мужчины. Были даже такие интересные экземпляры, которые подходили без альбома, без всего. А что, альбом есть? Нет, а фотку сфотографировать хочешь? На мой взгляд, это шикарный альбом, его нужно слушать, и песни там классные. Он не похож ни на первый, ни на второй альбом. Я считаю, что этот альбом был развитием в любом случае, никак не откатом никаким. И просто поскольку он выпускался не на лейбле, а выходил как самостоятельный релиз, не получил должной поддержки в СМИ, то есть не было такой прям вот пиар-компании, которая бы его везде пропихивала и так далее. Вот, поэтому он, опять же, и не получил особой популярности. Но по музыкальной составляющей, по песенному составу, я считаю, что это очень классный тоже альбом. Песни хорошие, глубокие, не трам-пам-пам, ты меня любишь, а я тебя нет, да, то есть глубокие песни со смыслом, со смысловой нагрузкой. Не знаю, может быть, слишком сложные они показались, потому что, ну, кто-то любит думать, когда слушает музыку, а кто-то нет, кому-то надо как раз вот этот трам-пам-пам ни о чем. Вот, но я считаю, что это тот альбом, где, ну, один из наших альбомов, у нас все альбомы создают настроение, но этот альбом тоже создает настроение, он тебя погружает в какое-то вот состояние такое, он заставляет задуматься на вот какие-то такие серьезные, очень серьезные темы. Просто отключить страх, молча проглотить. Если любовь, значит только сразу ты и я вдвоем, нас там больше нет. Не, ну я надеюсь, это не последняя песня. Если девочки увидят интервью, я очень буду рад поработать еще над какими-то песнями. И получается то, что все песни, которые есть на этом альбоме, это действительно последние песни, над которыми вы работали вместе? Совместно, да. Да. И следующее это только вот то, что... Только вот «Любовь в каждом мгновении», да, когда мы сделали попытку объединиться, она не увенчалась успехом. Вот, да, это сложная история. В 2014 году я возвращала Тату на рынок, и там тоже было очень много сопротивления. Я возвращала, это такая очень интересная история. Присоединила к ним Легалайза, Майка Томпкинса, американского битбоксера известного. И сопротивление было, мы год делали возвращение, ну практически год. Они поссорились очень сильно и не хотели друг с другом никаких взаимоотношений и общения. Ну, в общем, это такая длинная история, на самом деле, вот этих вот сложных конфликтных взаимоотношений. Ну, я как-то к ней ровно отношусь. Вот как будто «Любовь в каждом...» Она прикольная песня. Она хорошо, кстати, заходит на концертах тоже, потому что она обычная. Такая вот, ну вот именно танцевальная, такая вот активная, про любовь, но как будто для нас слишком простая. Ну, как будто бы Тату должны петь какой-то более сложный, так скажем, более нагруженный смыслом материал. Вот «Любовь в каждом мгновении» — это вот, ну, короче, просто хорошая песня, и все. Ну вот ее мог спеть любой артист, а вот «Время Луны» мог спеть только Тату, могли спеть. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Специфики там мало, не хватает. Помимо совместных выступлений, вы с Юлей рассматриваете возможность записи новых песен Тату? Мы в поиске музыкального материала, да, посмотрим. Ну, вообще мы хотим, да, записать что-то новое, просто должно быть что-то супер достойное.
Ну, какой-то должен быть обалденный трек, который именно вот прям создан для нас, для совместных нас.